Всем привет! Сегодня мы продолжаем серию видеорецептов для праздничного стола. И в этом видео вы увидите десерты, которые будут хорошим дополнением для вашего праздника. И первыми я предлагаю испечь новогодние и рождественские пряники. На вкус они получаются очень вкусные и ароматные. Кстати, такие домашние пряники отлично подойдут для подарка родным и друзьям. В небольшом сотейнике на низком огне растоплю сливочное масло. Масло практически растаяло, и я добавлю в него смесь белого сахара и коричневого. Также хорошенько перемешиваю, чтобы сахар растаял. Убедитесь, что температура невысокая, на которой вы готовите, чтобы сливочное масло с сахаром не пригорело. Через минуту к сахарно-сливочной массе добавляю цветочный мед и также все хорошенько перемешиваю. Пока мед с сахаром будет растворяться, я отмерю в миску нужное количество мне муки. Также для теста мне понадобится миндальная крошка, поэтому я ее приготовлю с помощью блендера. Пересыпаю свежий миндаль в чашу для блендера и перебиваю на высоких оборотах около 15 секунд. Миндальная крошка готова, добавляю ее в муку и также пересыпаю все остальные сухие ингредиенты, необходимые для приготовления теста. Хорошо перемешиваем муку с помощью ложки или венчика. За это время сахар и мед растворились в сливочном масле, поэтому можно отставлять остывать. В тарелку я вбил 2 яйца и хорошо перемешал с помощью вилки. Яйца нам также понадобятся для теста. Теперь переходим к процессу замешивания теста. В мучную смесь выливаем теплый сахарно-медовый сироп и перемешиваем с помощью лопатки. Немного перемешав тесто, я добавляю взбитые яйца. Также добавлю алкоголь. Вы можете использовать ром или коньяк. Теперь, когда все ингредиенты добавлены, начинаю окончательное замешивание теста. Оно получается очень нежное и в самом начале будет липнуть к рукам, но это пройдет после того, как оно полежит в холодильнике. После того, как тесто полежало в холодильнике, с ним можно спокойно работать, поэтому я буду использовать пергаментную бумагу для того, чтобы его раскатать. При таком способе раскатки мне абсолютно не нужно подсыпать муку. Толщина теста должна получиться около 3-4 мм. Когда все готово, можно делать формы. Кстати, большое спасибо моей подписчице Диане за предоставленные формочки. Так как тесто получается очень нежное, с ним нужно работать достаточно быстро, чтобы во время нагревания оно не прилипало к вашим рукам. После того, как все формы выдавлены, нужно удалить лишнее тесто. Готовое тесто отправляем печься в духовку при 180 градусах на около 15 минут.
Теперь приготовим сахарную глазурь. Для этого я возьму яичный белок, добавлю в него сок лимона и сахарную пудру. И перемешаю до однородной массы с помощью венчика. Теперь, когда пряники хорошо остыли, их можно смело украшать с помощью сахарной глазури. Также рождественские пряники можно украсить и посыпкой, и мастичными деталями. Но наносить их следует, пока глазурь еще не высохла. Вот такие рождественские пряники можно приготовить для родных и друзей. Уверяю вас, это будет лучшим подарком. Теперь давайте приготовим яблочную шарлотку с карамелью и меренгой. Для приготовления теста в миску я отсыпал муку и разрыхлитель. Перемешиваю с помощью лопатки, добавляю сливочное масло комнатной температуры, сметану и экстракт ванили. И чтобы сливочное масло и сметана не липли к рукам, изначально помогаю себе лопаткой. Теперь можно продолжить процесс замешивания руками. Теперь приготовленное тесто распределяю по всей форме. Я использую форму 31 см в диаметре. После того, как тесто распределили по форме, накалываем его вилкой и отправляем в холодильник охлаждать около 1 часа. Пока тесто охлаждается, можно приготовить начинку. Для этого почистим яблоки от шкурки и сердцевины. После того, как яблоки все почищены, нарезаю крупными дольками. Нарезанные яблоки посыпаю корицей и перемешиваю. Аромат корицы создает атмосферу праздника. Следующим этапом приготовим карамель. Для этого я разогрею сахар до коричневого цвета на сковороде. Помешиваю сахар, чтобы он растворился в карамель. После чего добавляю сливочное масло и хорошо перемешиваю, периодически снимая сковороду с огня, чтобы карамель не подгорела. Как только сливочное масло растаяло, можно добавить жирные сливки. Карамель готова, можно добавлять нарезанные яблоки и тушить около 10 минут.
Яблоки нагреваются и начинают выделять сок, поэтому перемешивать становится легче. Теперь приготовим тесто, которое нам понадобится для заливки на яблоки. К яйцам добавлю сахар и начну взбивать венчиком, постепенно добавляя сметану и муку. Плотность теста для заливки должно получиться, как нежирная сметана. Теперь можем включить разогреваться духовку. В форму с тестом я выложил аккуратно яблоки и поливаю сверху карамелью. После того, как карамель распределил по всей форме, выливаю тесто для заливки. Теперь шарлотку отправляем в духовку печься при 180 градусах 40 минут. Теперь можем приготовить меренгу. Для этого с помощью миксера я взобью белки до состояния пены и позже добавлю сахарную пудру. Теперь на выпеченную шарлотку можно добавить меренгу и отправить в духовку еще на 20 минут. Теперь все готово. Но прежде чем вынимать пирог из формы, нужно оставить его до полного остывания. Шарлотка получается с тонким песочным тестом, ароматной сочной начинкой из карамели и яблок, а как завершение воздушная меренга. Теперь мы с вами приготовим рождественский морковно-пряный кекс. Для этого рецепта я предварительно запек целиком морковь и сделал из него пюре. В миску просеиваю муку, добавляю все сухие ингредиенты и хорошо перемешиваю. Далее вбиваю в миску яйца, добавляю к ним сахар и взбиваю до состояния пены с помощью миксера. После того, как сахарно-яичная масса готова, добавляю постепенно морковное пюре. Так как морковное пюре получилось густое, я добавляю еще одно яйцо. Теперь натрем цедру из 2 апельсинов, стирая до белой корки. Полученную цедру добавляем к морковной смеси, а с апельсинов выдавливаем сок. Свежевыжатый апельсиновый сок добавляем в морковную смесь и также хорошо перемешиваем. Для начинки я буду использовать миндальный орех, и мне понадобится сделать из него крошку. Теперь нарежем чернослив соломкой. Также я использую смесь готовых цукатов для кекса.
Для теста все готово, теперь смешаем сухие ингредиенты с мокрыми. Тесто аккуратно перемешиваю при помощи лопатки, чтобы готовый кекс получился нежным и рыхлым. Теперь в получившуюся массу можно добавить орехи и сухофрукты. Также не забываем добавить растительное масло и хорошо перемешать до однородной массы. Включаем разогреваться духовку на 180 градусов и перекладываем тесто в форму с пергаментной бумагой, предварительно смазав его растительным маслом. Тесто нужно распределить по всей форме равномерно. Ставим кекс выпекаться в духовку на 50 минут, а потом, уменьшая температуру до 160, оставляем еще на 20. Пока кекс выпекается, приготовим украшение с белкового крема. Для этого я взобью белки до состояния пены, добавлю сахарную пудру и лимонный сок. Для украшения я использую пищевые красители. Готовность кекса проверяем деревянной шпажкой. Перед тем как украшать кекс, он должен хорошо остыть, поэтому его нужно вынуть из формы. Кекс получается очень нежным, без выраженного вкуса моркови. Цедра апельсина с пряными специями делает кекс по-настоящему праздничным. И напоследок мы с вами приготовим классический торт «Монастырская изба». В качестве начинки я буду использовать клюкву, чернослив и грецкие орехи. И для начала мне нужно растопить маргарин на паровой бане. В миску просеиваю муку, добавляю сметану, растопленный маргарин и замешиваю тесто. Хорошо вымешиваю тесто, чтобы оно перестало липнуть к рукам. Накрываю его пленкой и отправляю в холодильник настаиваться около 1 часа. Теперь приготовлю начинку из клюквы. Для этого в небольшой сотейник я добавил помытую клюкву, засыпал сахаром и залил горячей водой.
Буду готовить на среднем огне около 3-4 минут. Готовую клюкву отцеживаю, а сироп оставляю для компота. Включаем духовку разогреваться и тем временем приступаем к приготовлению коржей. Равномерно разделим тесто на 10 частей. У меня один кусочек весил около 100 граммов. Тесто получилось нежным и не липнет к рукам, поэтому я муку в качестве подсыпки не использую. Раскатываем тесто так, чтобы после того, как мы выложим начинку, у нас получилось завернуть тесто в виде трубочки. В своем рецепте я приготовлю 5 коржей с сухофруктами и орехами и 5 коржей с клюквой. Раскладываем чернослив, чередуя с курагой. Каждому черносливу добавляем орешек. Начинка разложена, теперь нужно аккуратно завернуть тесто в трубочку. Завернутое тесто перекладываем на противень с пергаментной бумагой. Работать с этим тестом одно удовольствие. Посмотрите, какое оно эластичное. Трубочки с сухофруктами завернуты, и я отправляю их выпекаться, а тем временем займусь начинкой с клюквой. Остывшую клюкву равномерно распределяем по тесту и посыпаем сверху сахарной пудрой. Также тесто заворачиваем аккуратно в трубочку. Во время выпекания клюква может дать сок, но в этом нету ничего страшного. Трубочки с сухофруктами готовы, и они отправляются остывать. А мы тем временем продолжаем выпекать коржи с клюквенной начинкой. Пока трубочки остывают, я приготовлю сметанный крем. Для этого я возьму жирные сливки, добавлю сахарную пудру и экстракт ванили. Буду взбивать с помощью миксера на высоких оборотах. Сметанный крем нужно взбить до густого состояния, но будьте внимательны, чтобы не перебить его в масло. Остывшие трубочки надрезаю с двух сторон, для того чтобы изба была ровная и красивая. Можно приступать к сборке торта. Для этого на основу намажем немного крема и выложим 4 трубочки. Трубочки с начинкой из сухофруктов и клюквы я чередовал равномерно по всему торту. Каждый слой хорошо перемазываем кремом, чтобы торт получился нежным.
Так как я готовил вечером, я оставил торт пропитываться на целую ночь в тепле, а утром переставил в холодильник. Украшение торта зависит от ваших предпочтений и фантазии. При сочетании клюквы и чернослива торт получается умеренно сладким, а сметанный крем делает его очень нежным. Вот такие вкусные нежные десерты я хотел предложить для вашего праздничного стола. Поэтому я буду благодарен вам, если вы подпишетесь на канал, поставите лайк и поделитесь этим видео с друзьями. Посмотрите также полную серию видеорецептов для праздничного стола на моем канале. А я продолжаю подготавливать для вас интересные рецепты. Так что увидимся в следующих видео. Пока!